Привет. Не так давно меня попросили сделать, скажем так, небольшой разбор на то, как можно это все воплотить в жизнь. Вот тот референс, который вы видите перед собой. И в конечном итоге у меня получился вот такой вот результат. И я заранее, наверное, хотел бы отметить то, что, скорее всего, это было сделано в другой программе, в другом движке, собственно, рендера, и, вероятнее всего, есть какие-то мелкие отличия, но, тем не менее, в общей сложности это все друг на друга похоже, поэтому давайте приступим и в целом разберем, как это можно сделать. Первоначально мы создадим plane, на котором это все будет у нас располагаться, и сделаем текстовый объект. Повернем его, напишем то, что нам хочется написать. Так, русский язык убираю. И напишем какое-то слово. Затем мы выберем нужный нам шрифт. У меня тут уже есть Bebas. Его я скачал на Google Fonts, но вы можете тоже его скачать и добавить через вот эту иконочку. То есть закинуть его куда-то и добавить. А затем что? Затем мы добавляем модификатор Decimate, Planar и делаем Object Convert to Mesh. Нам надо превратить этот текст в объект. А затем что мы делаем? Мы берем и выравниваем наш текст, потому что есть такое понятие, как визуальная компенсация, и оно нам в данном случае скорее вредит. Мы возьмем округлые наши шейпы, то есть это O, U и G. И GZ сделаем и выровняем по красной линии, чтобы в целом все стояло на одном уровне. Даже не так, даже мы, наверное, просто выделим вот эти вот точки. И вот GZ. И выровняем. Примерно вот так вот. Ctrl-A, Scale сделаем. Затем нам надо сделать Extrude. Что мы сделаем? Мы сначала проверим на Face Orientation. Точнее, мы вот сейчас экструднем его. Да, и теперь мы видим то, что у нас вот такая вот история с этим всем. Отменим. Давайте сначала возьмем и сделаем небольшие манипуляции. Мы возьмем, сделаем, удалим. Так, нет, полагаю, что лучше изначально сделать экструд, вот хоть какой-то. Вот, а затем уже тут надо будет кое-что поправить. Мы выделяем все, Alt-N, Recalculate Outside, выделяем вот эти вещи и удаляем фейсы. Затем с зажатым альтом выделяем вот эти петли и с помощью модификатора, точнее не модификатора, а аддона Loop Tools, который вы можете включить в настройках, нажимаем Bridge. Вот, чтобы у нас сделались такие вот соединения. Здесь у нас история немножко другая. Здесь у нас надо удалить face, выделить все, Ctrl-L, F, Grid Fill, чтобы у нас тоже создались приятные соединения. Здесь можно просто нажать Ctrl-T. Вот. И это, в принципе, нам поможет в определенной степени. Так, теперь что нам надо сделать? Теперь нам надо бы взять вот эту всю историю, Set Region to Geometry, и надо бы ее разделить пополам, чтобы нам было быстрее работать. Создаем вот такие вот петли и удаляем вот эту вот часть. Удаляем и добавляем модификатор зеркала. По Z. Клиппинг. Замечательно. Теперь у нас все изменения происходят и на той стороне. Тут мы, в принципе, тоже можем сделать Ctrl-T, и здесь Ctrl-T. Вот. Это нам в дальнейшем понадобится. Затем, тут я вот вижу такие проблемки. Мы просто выделяем эту петлю и делаем экструд по Y до соединения. Та же самая история. Экструд по Y. Смотрим здесь. Тут у нас все окей. Вот. Теперь нам это подходит. Если будут какие-то косяки в дальнейшем, то мы это исправим. Добавляем bevel. Мы видим то, что он не применяется. И мы выделяем все. M by distance. И тут ставим какое-то произвольное значение. Вот я выставил, и 51 вот меня устраивает. Смотрю, нет ли нигде каких-то очевидных артефактов. Вот я вижу, тут что-то вылезает. Не совсем понимаю, что это, откуда это. Так. Может быть, если мы сделаем Dissolve Edges, оно здесь решится. Нет. Давайте еще. Так, Dissolve Edges. Что-то решилось. Так, и немножечко, может быть, как-то слегка вот так подвину.
Да, и оно в целом пропадет. Или наоборот, даже мы не будем вот это так исправлять, мы просто возьмем и уменьшим то, как действует bevel. И оно само по себе пропало. Добавим сегментиков. Добавили сегментиков. Так вот, даже 2. Добавляем теперь Subdivision Surface. Сейчас нам надо будет решать определенного рода проблемки. Тут вот так вот. Может быть один сегмент. Смотрим. Нет, не один сегмент, все-таки 2. Лучше тогда уже взять и bevel просто немного усилить, где-то до такого состояния. И вот тут у нас появляются достаточно такие неприятные вещи. Что нам с этим можно сделать? Мы можем выбрать bevel по весу. И давайте начнем применять это все дело. Сразу же выделим с помощью L, Y и буквы N. И добавим min bevel weight на максимум. Мы его выставили на максимум. Затем нам надо сделать такую же историю для G, O и U. Но только тут я вижу то, что у нас как-то нехорошо вот тут произошло. Может быть, вот это нам здесь и не надо. И вот здесь, может быть, тоже не надо. Смотрю, что у нас тут происходит. Так. Возможно, не на все вещи здесь и надо ставить bevel weight. А ну-ка. Вот тут определенно что-то нужно. Где-то вот здесь тоже. Так. Ну и тут, видимо, тоже, да. Тут единичка. Тут, судя по всему, нолик. Может быть, даже здесь и не надо Dissolve Edges. Да, там они и не надо. Наверное, как и здесь. А вот, так, как по мне, намного лучше смотрится. Так, тут все верно. Хорошо. Это у нас есть. Давайте сделаем манипуляции с буковкой Y. Что нам не надо? Нам не надо сюда, я думаю. Верно. Нам не надо здесь. И Y у нас тоже теперь стал таким вот замечательным. Может быть, немножко подкрутим профиль. Да. Затем что? Затем надо решать все вот эти вот проблемы с, собственно, с вот этими буквами остальными. Мы возьмем и будем выделять постепенно вот эти вот петли. Добавляем единичку. Супер. Теперь вот здесь выделяем, выделяем. Так. В центре. Вот тут у нас из-за треугольников не все полноценно выделяется. Это. И теперь единичка. Смотрим. Супер. И осталась буква G. Всего-то навсего. Ее мы продолжаем выделять. Так, я думаю, где-то вот так. Вот тут сейчас, конечно, начнутся у нас трудности. Может быть, стоило заранее, наверное, взять, добавить вес. Но если вот так, с помощью зажатого Ctrl, то, в принципе, эта проблема решаема. Тоже зажимаем Ctrl. Это ребро выделяем, это выделяем. Это выделяем, тут выделяем, тут. Где-то здесь ставим единичку. Ага, мы вот тут не захватили. Сюда, 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 сюда и сюда. Ставим единичку. Смотрим. Не хватает для вот этого ребра и, вероятно всего, вот этого. Или может оно лишнее? Давайте проверим. Нет, все же там надо что-то. Может вот это? Нет, тоже плохо. Как будто бы это, но по ощущениям будто бы не совсем. Так, надо сейчас обдумать это все дело.
Нет, на эти вещи точно не надо. Может быть, на вот эту только разве. Но тоже не хочет хорошо оно как-то работать. Я думаю, что, в принципе, можно такую G оставить. Оно там не сильно критично. Просто есть вот такой вот уголочек у нас. Будем иметь это в виду. А затем, что нам надо сделать? Когда мы сделали вот подобный этап подготовительный, мы добавляем камеру и открываем ее, скажем так, свойства. Камера to view ставим сразу, делаем ортографический режим. Ставлю сразу, настраиваю себе то, что я хочу, квадрат. И будем подбирать угол, который нам будет подходить. Давайте сравнивать. В принципе, можно сделать вывод, что где-то из вот этой части в вот эту. То есть как-то. Вот так. Такс. У меня здесь есть... Так, стоп, точнее была заготовка в проекте, где я делал вот такие вот манипуляции, чтобы проще было ориентироваться, где у меня находится центр. Так, нет, это сильно. Где у меня находится центр? Чтобы объект был по центру. Давайте так. А ну-ка смотрим. Как будто бы надо немножко подальше. Вот я думаю, где-то примерно вот такое положение. Да, я с ним согласен. Все, снимаю галочку, чтобы ничего не испортить. Затем что? Затем мы смотрим то, что у нас в целом в референсе есть. И давайте начнем все же работать с фоном первоначальным. Что нам нужно? Для фона нам надо сделать материал. Материал для фона у нас будет с градиентиком. С градиентиком мы добавим ему такой фиолетово-голубоватый градиент. Добавим color ramp. Затем градиент texture. Подключаем. Здесь Ctrl-T нажимаем. Это все с помощью аддона Node Wrangler, который вы можете включить в Preferences. Собственно, addons. И здесь написать Node Wrangler и, то есть, вот, и включить его. Затем ставлю сразу здесь вот следующим образом. Сейчас мы будем это все настраивать более детально. Делаю ноду. Так. Hue Saturation. И, наверное, контраст. Так, вот так вот. Цвет, цвет и цвет. Тут roughness поставлю 0.4. Так, нам надо пустить вот этот вот черный поток из другой стороны. Давайте как-то его крутить. Будем сейчас это все... Будем со всем этим экспериментировать. Так, вроде где-то здесь. Да, вот что-то такое я и хотел примерно. Затем тут хочу такой более голубоватый цвет. Слегка вот такой вот. Может, чуть-чуть ближе к белому. А здесь фиолетовый. Так. Потемнее. Где-то вот так вот. Так, и вот так. Ставлю здесь Cycles, Color Management и на Very High Contrast. Хорошо, это у нас есть. Может быть, потом опционально мы будем использовать Hue Saturation. Пока что контраст я бы, наверное, хотел поставить на 0.5. Затем, чтобы все это дело оценить и лучше настроить фон, нам надо подобавлять дополнительные источники света. Как они, собственно, у нас будут выглядеть, где они будут располагаться.
Все достаточно просто. Мы добавим два источника солнца. Сделаем так вот, его вытащим. Давайте 3000. И вот здесь поставлю 20 пока что угол. Смотрим. Ой, троечка просто. Сначала вот так вот прямо. Так, у меня тут GPU. GPU надо поставить. Где-то вот так вот прямо. Это один источник. И затем второй. Сделаем ему поменьше, сделаем ему 2. И второй источник мы его возьмем, повернем. Я думаю, вот в эту сторону. Потом, может быть, опять же таки мы поправим это все. Так, вращайся. Да, вот как-то. Пока что, я думаю, если мы сделаем тут еще 40, пока что, я думаю, этого хватит. Само окружение нам надо сделать, конечно же, таким фиолетовым оттенком. И затем переходим в вид сверху, добавляем здесь Area Light 1 куда-то сюда. И делаю я его пока что вот таким вот оранжевым. Диск. Ну и очевидно то, что ему не хватает как будто бы силы. Так. Может здесь поставить 100. Это мы сейчас просто делаем более разнообразный цветной фон. Затем ту же самую историю мы сделаем с этой стороны, только здесь будет уже синий. Нам нужна просто такая легкая примесь с этой стороны, легкой такой синевы. В принципе, вот она уже и создалась. Затем что нам надо? Сделать вот с этой стороны, с этого угла, такой голубоватый. Вот мы тоже сюда переместили, и в принципе такие легкие синие оттенки здесь и появились. Создам еще один источник света, Area Light. Белый, он будет белым. Так, диск. И им мы хотим отсветить больше вот эту часть. Поставлю силу на 50. Но потом мы будем еще чуть-чуть более точно это все донастраивать. Тут увеличу. Так. В принципе, вот сейчас я так гляну. И вроде плюс-минус оно. Немножко увеличим. Может быть, тут даже не синий такой, а ну, вот такой чуть ближе к фиолетовому. Что-то вот, что-то такое, чтобы оно лучше как-то брало и размывалось. Немножко сюда. И чтобы это все делать более, скажем так, понятно, более адекватно, чтобы мы лучше приценивались к самому результату, нам бы уже пора начинать делать текстуру для самого текста. Тоже все достаточно просто, но тем не менее пришлось повозиться, чтобы взять и подобрать нужные значения. Мы Transmission сразу же выкручиваем. IOR вставим двоечку. Двоечка нам нужна здесь. Затем что? Затем мы возьмем Hue Contrast, создадим, точнее Hue Saturation в цвет. Color Ramp. Градиентная текстура. И тоже Ctrl-T. Здесь мы делаем похожую историю, как и с фоном. Но тут нам надо взять и создать
вот эту переднюю розовую часть. Что-то такое. И поставим тут сразу констант. И что-то голубое, голубовато-фиолетовое. Ну, наверное, посветлее. Хорошо, цвета у нас есть. Нам осталось только это все дело взять и правильно разместить. Минус 90. Подключаем к объекту. Смотрим, подходит ли нам вот эта вся история. Ну и видим то, что она повернута немножко не так, как хотелось бы. Так. Сейчас мы... Так, стоп, объект не подключился. Вот. 90. Даже минус 90, судя по всему. И, а ну-ка, двигаем. Вот, супер. Но немного не те цвета. Вот так, да. Нам надо под конец. Нам сейчас надо просто взять вот эту вот переднюю часть, подчеркнуть вот так вот розовым зажатым шрифтом. Я ее двигаю, пытаюсь выставить более точно. Ой-ой-ой. Нет. Может быть 1.8. Давайте еще 1.5. Вот, я думаю, вот так вот будет супер. Да, мы подчеркнули вот эту переднюю часть. Посмотрим. Что-то уже у нас, в принципе, вырисовывается. Что-то уже напоминающее то, что мы, собственно, видели. Saturation, возможно, поставлю на 1.1. И тут у нас еще будет такая тоненькая игра со светом. Так, roughness ставлю на 0.2, а transmission roughness ставлю на 0.1. Смотрим. Уже что-то вот вырисовывается. Что-то похожее вырисовывается. У нас очень темные такие верха получились, и я не нашел лучшего решения, нежели взять и просто их подсветить. Подсветить, конечно же, Area Light'ом. Мы создадим вот такой вот Area Light. Так, и выключим ему сразу в Visibility Diffuse. Все, сразу Diffuse мы выключаем. Тут мы берем немножко фиолетовый. Ну, там ближе к фиолетовому. Вот. Куда-то сюда. И видим то, что у нас подсвечивается вот эта верхняя часть. Так, мы это видим. Силу, я думаю, можно до 30 поднять. И сейчас надо как-то получше с этим разобраться. Может 20, немножко поменьше. То чуть-чуть потемнее. Буквально капелька. Так, вот тут я вижу то, что есть отражение вот этого оранжевого света, что мне не нравится. Будем от него избавляться как-то. Давайте попробуем развернуть в другую сторону. Все, его нет. Но сам блик остался. Это замечательно. Это, в принципе, то, что нам нужно. Затем мне не нравится то, что тут есть вот такой вот белый блик с левой стороны. Скорее всего, это от солнца. И, наверное, мы его повернули немного не в ту сторону. Давайте проверим это. Ну да, это он. Поэтому мы просто возьмем сейчас. Я думаю, куда-то сюда. А ну-ка. Все, вот этого блика нет. Есть только блик, который... Так. Который у нас вот тут вот сбоку. Пока что они нам и нужны.
Я думаю, где-то вот. Так. Покрутим. Чтобы он не такой уж явный был, просто этот блик, потому что он нам не совсем тут нужен. Что мы сделаем затем? Затем нам надо сделать вот тут еще один блик, но мы сделаем его с помощью Point Light. Это все дело сохраняю. Куда-то сюда его вот так вот вывожу, поднимаю вверх. И нам надо сделать на вот этой буковке О блик и на букве G. Будем искать то самое место. Давайте вот так вот немножко усилим. Так, радиус. И силу, может быть, я поставлю, но ну, где-то до 60. Подниму вверх слегка. Поменьше радиус все-таки. Так, и подвигаю просто, чтобы получить наиболее симпатичный блик с этой стороны. Собственно, то же самое касается и буквы О. Мы просто сейчас двигаем, чтобы понять, где у нас это все может красиво находиться. Вот, пока что вот так вот. Можно чуть-чуть радиус побольше, немножечко. Что-то вот такое вот. Так, проверяем, ничего ли мы не забыли. Вроде как все на месте. И может быть, я бы хотел еще немножко поиграться с кривыми. Тут немножечко вниз, здесь немножечко вверх. Все-таки низ мы вернем обратно. Сделаем это дело немножечко посветлее. Что насчет экспозиции? Крутим, пока не получим тот результат, который нас полностью будет устраивать. Давайте еще как-то финальненько так пробежимся по этому всему. Я еще солнце вот здесь вот поверну. Может быть, это даст мне какие-то дополнительные интересные блики. Немного в сторону его уведу. Такс. Конечно, вы можете менять фаски, чтобы у вас были немножко другие результаты. Так, что насчет этого цвета? Я бы его сделал, может быть, где-то таким. В целом он тогда лучше, наверное, подходит сюда. Так, Transmission Roughness у нас как вообще себя ощущает? В принципе, достаточно неплохо. Меня, в принципе, устраивает вот этот результат, который у нас получился. Если мы включим сейчас во viewport denoise, мы можем быстренько беглым взглядом примерно посмотреть финальный результат. Вот, и в принципе, если мы вспомним то, что мы видели в самом начале, это то, что я вам и показывал. Так. Все же хочется еще как-то посмотреть, можем ли мы как-то это улучшить дело. В любом случае вы можете брать и как-то улучшать эти все вещи там дополнительными бликами или расставлять это, собственно, эти все объекты на сцене таким образом, как вам будет удобно. Если вы хотите еще изменить сами преломления, то это тоже можно сделать спокойно в IR, и оно даст вам немножко другой результат. Возможно, вам он даже больше подойдет, чем то, что вот я предлагаю вам сейчас.
Вот, а пока, в принципе, у меня на этом все. Пишите ваши комментарии. Спасибо большое, пока.